Итак, я собрал временно ее целиком. Кстати, насчет резьбы я был прав. Ее просто перекосило, она в порядке. Видно. Все, она вполне достойно откручивается. Все. И погнали. Все путем. Я немножко еще прогоню, она кое-где смятая. И здесь то же самое. Здесь все откручивается. И в принципе все замечательно. Единственное, очень много ям. Вот это я и буду пытаться привести в порядок. Где только смогу. Единственное, вот здесь вот особо не буду. Потому что вот эти вещи мне заново, ну как бы я их не сделаю. Там машинкой как-то было сделано. Поэтому особо это шпаклевать не буду. Но в целом я попробую пошпаклевать. Я уже сделал вот такой вот шаблончик, типа шпатля из обычной карты пластиковой. И взял вот такую шпатлевку универсальную. Ну, это то есть по металлу с отвердителем. Вот отвердитель. Вот понятия не имею, как этим пользоваться. Ну, то есть, понятно, намешать и намазать. Понятно, но я имею в виду практического у меня опыта 0. Буду пробовать. Вот, опять же, не рекламирую, потому что ни разу еще не пользовался. Просто вот такую взял. Обычно на рынке стоило вот 200 рублей. Вот 200 грамм, 200 рублей. Дорого или нет? Ну, видел и дороже, но насколько оно хорошее. Ну, будем пробовать. Хорошенько перемешать. Так. Что ж. Понятия не имею, как это делать. Наверное, как-то так. Вот так. Так себе, честно говоря. Шпатель слишком мягкий. Ладно, буду ножом делать. Ну вот, другое дело. Вот, потом это будет шкуриться в любом случае. Все это будет потом шкуриться. И мне кажется, что он начинает, надо шевелить булками. Оно начинает затвердевать очень быстро. Ну, кстати, нож удобный. И можно аккуратно везде подлезть. Ну, как-то так. Может быть, многовато я, конечно, немножко сделал. Но там, опять же, 2-3 миллиметра они рекомендуют слой. Так что, уж ладно. Единственное, здесь вот не буду трогать, потому что я потом не отковыряю эту надпись. Клеймо, получается, здесь есть. Все, ждем. Так, ну что, оно застыло. Вот. Достаточно плотно, как мне кажется. Вот оно уже крошится. Будем потихоньку пробовать это дело вначале шкурить, а потом уже без какого-то фанатизма полировать. Вначале крупной, жесткой наждачкой, потом помельче. И вот оно потихонечку все чистится. Я хочу, получается, оставить максимально близкий к металлу слой, а все дыры, получается, под уровень у нас останутся замазанные шпаклевочкой. Ну, делаем дальше, шкурим, не спешим.
Вот как-то так получается, потихонечку уже доходим до основного слоя. И получается вот у нас видно, как все вот эти ямы, вот они у нас забиты. И это именно то, что нам нужно. Вот они все забиты у нас шпаклевочкой. Да, возможно, я даже и сильный слой намазал. Ну, первый опыт. Теперь буду понимать, что можно меньше. Итак, я думаю, пока достаточно. Все, она уже гладенькая. Но сама по себе не идеальной формы, поэтому здесь вот приходилось оставлять побольше для выравнивания контура, получается. Ну, в целом, я думаю, можно уже остановиться. Вот такая. И все, дальше будем грунтовочкой. Высыхает. И уже потом краска. По цвету, ну, я еще не определился. Я вначале погляжу, что у меня там из запасов есть. И дальше уже будем думать. Уже симпатично. Решил, что я все-таки буду тоже его красить. Перед этим тоже пошпаклюю немного. Почему? Потому что он не такой толстый, как вот здесь вот. Якобы тут 2-3 миллиметра. Нет, на самом деле он как бы немножко вовнутрь завальцован. Или как это назвать правильно. То есть это обычная трубка, она не настолько толстая. И поэтому слизывать не вариант металл, чтобы от всех этих ям избавиться. И я думаю, что его тоже придется немножко пошпаклевать, как вот здесь. И выровнять уже, пошкурить. И немножко тоже вот этот шестигранник точно так же. Вот, и будет тогда симпатичнее. Заклею, естественно, резьбу обычным бумажным скотчем. И тоже немножко его пошпаклевать все-таки. И потом пошкурить. Будет намного симпатичнее, потому что от этого уже не избавишься. Только слизывать металл. Многовато, но мне меньше не получилось этого затвердителя выдавить. Уже ладно. Так, ну и вот. У нас более-менее все выровнено. Вначале будет грунтовочка, а потом уже будет все остальное. Вот так вот. Итак, что у нас получилось? Ну, не скажу, что оно как-то гениально, но намного лучше, чем было. Да, здесь, но я здесь и не шпаклевал. Ладно уже. Пусть остается. Вот здесь все в большей или меньшей степени неплохо. Покрасить. И буду я уже отдельно это красить. Вот как бы то ни было, более-менее, потому что здесь было так же, как здесь, только еще хуже. И это прям совсем никуда не годилось. Ну и носик придется покрасить, опять же, по причине того, что здесь забил палочкой для суши. Опять же, по причине того, что он настолько был корябанный, весь в этих ямах. Пришлось, хотя хотел его вначале просто отполировать. И вот настал тот день, когда я обсираю товар. Вот это Кудо, вот она, эмаль универсальная, глянцевая, алкидная,
все такое черное. Говнище. Ну, может быть, я такой неудачник, но сколько я не попадал на нее, да, везде просто заваленные рынки, все стоит бешеные бабки. Типа очень крутая и модная. На деле, сколько я ее не брал, она или была очень густая, в итоге слой был очень толстый, и он стекал. Или же вот жидкая, я не знаю, наверное, вы увидели на видео, там капает. То есть вот, пожалуйста. Все. Вот оно, все в каплях. Ну и скорее всего все вот это вот, все вот оно в потеках будет. Поэтому, не знаю, я рекомендую подумать. Или мне так не везло. Я уже сколько на нее раза 3 нарывался. И она была плохая, или она была очень густая. Или она вот как сейчас очень жидкая. Причем с другими красками других фирм. А такого не было. Вот с этой Кудо, или Кудо, не знаю. Кудо, скорее всего. Ну, что тут можно сказать, не знаю. Но вот сейчас, скорее всего, будет запор покраски. Я понимаю, что как бы да, условия, вот подвесил в гараже, но будет запор. Просто потому что я уже вижу потеки, все жидкое, все капает. И, ну, не хотелось бы, чтобы такое было. Не хотелось бы. Поэтому я возьму сейчас и вот порекомендую подумать, прежде чем покупать. Просто не то, что не покупайте. Подумайте. Или возьмите вначале, попробуйте. Возьмите один баллончик, попробуйте. Потому что я, честно говоря, нарываюсь уже раз 3. Именно новую. Покупаю, получается, мягко говоря, не огонь. Итак, покраска у нас окончена. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Она была долгая, нудная, где-то с матами, где-то с попытками дополнительными. Но, как бы то ни было, вот если посмотреть здесь, в большей или меньшей степени все достойно. Кстати, эта краска сама по себе другой фирмы, не Кудо, о которой я очень лестно вот сказал все, что думаю. Это так, это еще мягко и без матов. Это классная краска. Ну, проблем никаких вообще с ней не было. И вот оно в большей или меньшей степени, да, есть, конечно, немножко какие-то огрехи, но если учитывать, в каких условиях гаражных оно было покрашено, ну вот снять только скотч, все замечательно. То есть она классно покрасилась. Мягенько, ровненько по сравнению с тем, что было, реально симпатично. А вот здесь это ужас. Вот что такое краска Кудо. Причем красил я это, не знаю, слоев 3, оно все стекало. Вот здесь видно, что просвечивается грунтовка. Вот она беленькая, вот беленькая видно. Просвечивается грунт, оно там стекало, не красил. Ну это вообще какой-то ужас был. Никогда больше я этой Кудо красить не буду. Причем она была свежая. Что меня реально выбесило, она была свежая, относительно недавно купленная. И, ну, вот видно, вот беленькие риски. Ну, здесь немножко получше. Ну и то, не скажу, что я доволен. Ну, здесь пластик, да, более-менее терпимо все. Вот, но, конечно, одни эмоции. И здесь вообще, вот прям совсем так себе. Вот, видно. Вот оно пошло трещинами, стекло. Хотя это несколько слоев красил, бесполезно. Она жидкая какая-то, вообще непонятно, что это за краска такая. Я покупать больше не буду. Ну, лично я покупать Кудо больше не буду. Опыт получен, спасибо. Не буду я это уже перекрашивать. Пусть лучше ошибки будут, и все их будут видеть. Ну, краска отвратительная просто. По моему скромному мнению и по моему скромному опыту. Все это надо распаковывать. И я думаю, что уже пора это собирать.
все, что нужно знать на краске Кудо. Вот. Ну, то есть, мне кажется, так не должно быть. И вот же. Опять же, мое скромное мнение. Так быть не должно. Ну ладно, собираем дальше. Просто прогоняем ее по факту, смазываем и прогоняем. Для того, чтобы смазать изнутри. Я не хочу пока заполнять смазкой полностью, потому что мне некуда это использовать на данный момент. Аккуратно вставляем резинку, и она уже дальше будет скользить. И вот оно. И вот оно. Уже не хочу испачкать. Заходит. Сейчас выскочит. Заходит, в принципе, уже как по маслу. Не хочу это испачкать. Вот, но оно уже потихоньку, вот, все, потихоньку оно уже заходит. И смазывает изнутри. Все. Закручиваем аккуратненько. Я тоже хочу чуть-чуть подсмазать. Закручиваем эту резьбу. И уже немножко ее прогоним туда-сюда. И будем заканчивать. Тоже отлично накручивается. Все, затягиваем до конца. Опа. Вот и все. И оно уже ходит замечательно. Как бы то ни было, несмотря на то, что не идеально покрасилась, но в целом я работой доволен. Полностью ее получилось оживить и сделать симпатичной, а главное рабочей масленкой. Это самое важное, потому что я считаю, что вещь должна работать. Обязательно буду использовать ее в каких-либо следующих проектах. Большое спасибо за просмотр.